Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем играть за бегемотика тоненько, но перед этим посмотрим акцию, которую заанонсили разрабы. Это очередная акция на прокачку 18 уровня, да, неожиданно. Хорошо, что 18 не 19, пока еще нет его. В общем, в чем суть? Прокачайте 1, 3 или 10 персонажей, получите 1, 2, 3 легендарных сундука. Такие дела, да. Щедрые разрабы, как всегда. Ну, хотя, легендарный сундук небольшой же черный ящик вам отдавать, да? Поэтому, кто хочет, может себе один хотя бы забрать сундучок за 18 уровня персонажей. Хоть какой-то, но бонус все-таки в этой прекрасной игре. Но мы отправляемся сейчас в командные бои. Да, только вот я подумал, а не взять ли нам бинт? Но тоником бинт неплохой, тоник достаточно старый уже персонаж. Бесполезный старый персонаж, которого еще и ухудшили. А не взять ли ему бинт и не сыграть ли вот такую вот сборку? Как вы знаете, у тоника Гиги хилит достаточно неплохо, да? И за счет хила можно, в принципе, очень круто реализовываться. Плюс бинт, да? Плюс подхил, плюс зубы вампира. В общем, посмотрим, что сейчас получится. Звучит дико упорото, ну ладно, погнали смотреть. Тони с бинтом, сила, мощь. К сожалению, на тоника жетонов нету, но я не особо его хочу и качать даже. Кстати, бы надо за волка поиграть. Ладно, в следующий раз как-нибудь. Ну, кстати, вот, первобытный стин, который дает ускор. Для начала игры неплохо смотрится. Итак. Вот он наш Тони. Гиги направляем, но чтобы она убила. Ладно, уже не надо. Итак. Тоник достаточно интересный персонаж. Видите, замедлил. Видали? Полсекунды вроде бы, ну, было на противнике. И уже замедление пошло. Было бы еще прикольно, если бы Гиги, которая направлена на противника, давала бы еще дебаф на урон. Не на урон, точнее, я хотел сказать. А на... Как же эта штука называется там? Как же эта штука называется? Я забыл. Ну, в общем, если бы Гиги давала... Блин, как же... Сейчас вспомню. Ой-ой-ой, надо похилиться, а то как-то больно. До свидания, акул. Так, Яру тоже добиваем, мы лутаем аптечку. В общем, сейчас я вспомню, чтобы Гиги давала какой-нибудь дебаф на деф. Как у нас сейчас, к примеру, дает, не помню кто. Ну, кто-то дает точно. А, точно, осьминог Фэй сейчас дает такой дебаф. Вот если бы Гиги давала точно такой же, блин, ну крабик ушел, ладно, лень мне его догонять. У меня дробовика нету, надо хотя бы дробовик залутать. То есть у меня там серебряный валяется. Плюс тут еще сквад пришел. Ой, тут опасные ребята прибежали ко мне. Ой, там дробовик золотой, надо залутать. А то все золотым, один я без золотого. Крабика мы потом сможем найти, в принципе, это не проблема. Блин, дабл дробовик в никуда. Вот вы видели, какой я мощь. Мощный царский зверь. Блин, я сейчас ошибку допустил. Я забыл, что там змея. А где наш баг? А он с легендарной гранатой стоит под домиком. Пока мы все тут деремся. Какой полезный. Так, похилимся аптечкой. Там сейчас хамелеон я притянул в замес, конечно же. Так, змею шотаем, ставим стеночку. Постоим пока что так. Ну и все, в принципе. Минус Никс, до свидули. Красиво все-таки влетели. Они в зону только что пошли, вы это видели? Они пошли в зону. О боже мой, вот это интеллект. Ладно, в принципе ничего неожиданного. Там было по баку видно, что он немножко не дружит с логикой. Так какой там логика? Там вообще с головой не дружил, походу. Он просто стоял, как его пинали. Он стоял, а его пинали. Меня, по сути, убил этот змея. Змей. Тут остался краб и что-то там кто убежал, я не знаю, кто там убежал. Не обратил внимания даже. Ну ладно, сейчас победим. Ну хорошо, что мы победили. Очень даже. Давайте, наверное, хамелеончик. Хотя нет, я его не успели похилить, он слишком шустрый. Текс. Дробовик тоника легендарный, конечно, хорошо бы смотрелся. Жаль, его тут нету. Не успел я, конечно, поставить. Этот, скорее всего, либо где-то вот на краю зоны, либо в этих кустах. Ну вот мне что-то такое ощущение, либо вот в этих кустах каких-нибудь. Давайте пройдем посмотрим. Вдруг он здесь все-таки сидит. Нет, он где-то в другом месте сидел. В общем, странно и непонятно, кстати. Я еще топ-фрагер. Прикольно. Прикольно. Тоник тогда имба получается, да? Имба. Имба Тони, понимаете? Ой, как смешно звучит. Ладно. Ну, помимо того, что он бесполезный, он имба, да. Бесполезный имба. Ой. Итак, отправляемся в командные бои. Пока что бинт вообще никак не влияет. Ну, я могу сказать, что бинт бесполезный, но лучше все-таки укол адреналина. Я так чисто по фанчику уже во второй раз взял, забыл просто сменить. Ну, смысла от него никакого вообще нет.
Лучше даже, наверное, брать что-нибудь помощнее. Только вот что? Надо как бы над этим моментом подумать. Может быть, ботинок все-таки взять для Тони, чтобы была подвижность повыше на уровне. Блин, я, наверное, не успею добежать. Ой, я успел шотнуть Никса. Отлично. Бак с бинтом. Этот парень еще не понял, что бинт для бака ничего не помогает. Так, этих добиваем. И остался жираф здесь. Ну, еще тут Никс как бы был, да? Ну, на Никса мне-то без разницы. Так, ну, отхил, конечно, бесконечно. Тони, получается, с этими всеми штуками прекрасными. Так, ну арморчик возьмете кто-нибудь? Это их так лагает или меня лагает? Нет, это их лагало. Ладно. Тут еще одна, кстати, аптечка нам мне тоже нужна, поэтому мы за ней идем. Лутать. И кто-то у нас убежал. Зебра. А мне что-то казалось, у меня Акул Фин был в команде. Ну ладно, неважно. Кто есть, то есть. Два бобра. Смотрите, кстати, по уровню неплохой баланс получился. Странно. Может, ребята там реально баланс сделали? Конечно, звучит слишком странно. Я бы в это не поверил никогда в жизни. Просто, наверное, повезло. Скорее всего. Ну, как говорится, чем чаще везет, тем больше ты думаешь, что баланс настроили. Но это вряд ли. Опять же, видели противников. Там были 10 уровни. Почему? Если я 13, это как бы странно. Ну ладно, двигаемся дальше. Это обычно на баланс по рейтингу сейчас работает. Вряд ли какой-то другой. Так, у нас тут проблема, потому что мы опять разделились. Так, тут еще лев, походу, это не их друг был. Какая же быстрая лиська. На тебе плюху. Бобра надо додушить, а тут зебру уже додушу. Ну, в принципе, ожидаемо. Тут вдвоем задушили одного бобра, бедненького бобрика. Пока я лиську отвлекал на себя. Ну, я думаю, мы сейчас затащим. Два бобра все-таки сила, плюс он зебра у нас прыгающий. Правда, ник у него невыговариваемый. Я точно сейчас не смогу. Ладно. Ищем последний. Кстати, там сквад остался, надо быть аккуратнее. Я что-то это перенаголел сейчас. Вот, реально. Нужно думать сейчас головой, что делать. Так, ну пока что можно зебру похитить. Не, он убежит. Он убежит. Блин, я не хочу идти в воду. Не хочу вообще. Офигеть, вы видели? А как он меня на воду... Что с этим баком? Что с головой? Ну, я бахаю здесь, как бы, красиво, в принципе. Мне, в принципе, как бы без разницы, потому что у меня хила очень много. Так, ну по урону вроде хорошо получается. Капец, конечно, здесь наглый хамелеон бегает. Я его сейчас выкурю. Он сейчас пойдет за этим. А вот он. Смотрите, какой дерзкий. Что с головой? Что с головой? У меня просто слов нет. Вы видели, что делал хамелеон? Подбежал через всю нашу команду. Все его видели. Да иди ты сюда, тут уже никого не осталось. Лизель. Ой. Лишь бы побегать. Все, ботинок закончился. Адьос. Зёбр, красавчик, умеет станет. Давай на тебя даже активный навык использую. Ладно, уже было поздно, но я использую. О, вроде дробовиком успел бахнуть, да? Или нет? В общем, не знаю, мы тут как-то изи слишком затащили. А Каякок нам, или как там его, в общем, тоже был красавчик. Ну, опять же, изи, адекватная команда, изи победа. Хотя противники от последнего сквада, которые были против нас, они были неплохие. Там, кстати, в магазине появилась еще одна фишка. Новая фишка, да. Не знаю почему, сейчас вам покажу. Наверное, вот это вот, да? Да, вот. Помните, раньше было 5 жетонов за 1000, теперь 3 жетона за 400. И все равно это невыгодно. Раньше было 300 монет. Как бы за 3 жетона. Вот такие вот разрабы. Ладно, мы отправимся еще в бой. Давайте только заменим. Бинт полезный очень сильно. Хотя, как сказать, Тоник, в принципе, от него хилился. Хотя там и Гиги хилила, и Бинт хилил. В общем, хила было очень много, поэтому Тоник хорош. Но мне на нем чего-то другого не хватает. Я бы сказал бы урона, но, наверное, подвижность. Я сандали святого пока брать не буду, потому что ими не могу пользоваться. В плане того, что... Сейчас. Мысли придет. Ладно, давайте отправимся в бой, потом мысли придет. Потому что я к ним не привык. Во. Ну, как всегда, мысль пришла, игра перезагрузилась. Вот. Давайте попробуем еще раз. Пожалуйста, пути. Зуба. В общем, ботинок стоял, да, все нормально. В общем,
сандальными цветами я пока не привык пользоваться, поэтому нет смысла их брать. Это надо прям всех персонажей переобуть на сандали святого, и тогда ок. Но пока нету 14 фулл уровней, нету фулл, наверное, 4 слотов, это бессмысленно. Ну, для некоторых персонажей есть в этом смысл. Конкретно, наверное, для тех, у кого нету гранат. Потому что кассетка это всегда один слот. Почти что всегда. Итак, противников... Ага, вот ботик. Вот ботик. Отлично, убиваем. Лутаем аптечку. Понятно, один у нас нет... Блин, а мы так, наверное, не победим. Мы так, наверное, не победим. У нас в Скибе, походу, абузер или... Этот абузер. В общем, кто-то из них абузер. Очевидно. Будет сложно победить. Они специально не идут сюда? Так, ну вроде пришли. Хамелёж, кстати, с прошлого захода. Понимаю. 16 уровень. А мана, чё? Видали удар, как бы? А где мой бинт? Хочу бинт, как бы. Так, ну, ребятки, что я могу сказать? Бинта и капец не хватает. И около адреналина тоже. Я что-то забыл, что у меня есть аптечки. Я что-то думал, у меня 0 аптечек. Ну, это мой фейл, очевидно. Ну, вы видели все сами. 16 уровень, легендарный дроп. Один выстрел, почти нет Тони. А я 13-й. 13-го Тони почти не было с одного выстрела. Давайте КПшку Тоника глянем, наверное. Что ли. Потому что как-то странно, что так сильно меня развалило. Давайте проверим. 7,5. Кенгуру 16 уровня наносит почти фулл хп. То есть 5000 он где-то снес, да? Жестко, жестко. Ладно, погнали еще бой. Все-таки, что я мог сказать? Укол адреналина для Тони. Пока нету 4 слотов, это надо брать. Выбора нету. Слишком все-таки 7500 хп на 13 уровне маловато. Хоть мне и кажется, что было вроде норм эти бои. Но вот меня просто почти шотает 16 уровень, я понимаю, что капец. Ты куда собрался, друг? А что такое? Умираем, бедняжечка. Шо, Никс, бросил орла? Или орел бросил тебя? Да вы видели, ботинок-то помог почти что. Почти что. А там у нас умер этот чалик. Ладно, нужно бежать. Срочно бежим, срочно бежим. Срочно бежим. О, как же бесит, как же бесит. Я, по крайней мере, похилился. И смог очень много сделать. Повезло, что у меня команда некоторые адекватные. Блин, бобер там шотает. Беги, беги, бачок, беги. Так, я золотаю аптечку. Золотая, нормально все. Ну, хотя бы себе золотаю. Ребятки там вроде выжили. Красавчики. Фух, хорошо, что у нас остальная команда тоже оказалась адекватная. Увидели то, что я делаю. Заметьте, у Тони хп хилится в зоне. Плюс. Норм? Нормально, нравится. Я что-то раньше не думал, что он так хилится. Вроде бин он не хилит в зоне. То есть, по сути, Тони это единственный персонаж, который мог хилиться в зоне. Норм, норм. Давайте, кстати, бака похилим немного. Бачок, на тебе хилочку. Вообще не реагирует. Вообще просто пофиг на реакцию. Стоит бак и на него направляет. Да без разницы. Давайте змею похилим тогда, что ли. Надеюсь... Ну, вроде бежит за змеей, правда, не знаю, успеет, не успеет. Змея слишком шустрая. Стой, змея. Стой, говорю. Ну, стой, ну куда ты убегаешь? Ну, гений на змее, стой, говорю. Моя Гиги не успевает за этой змеей гениальной. Но она еще и с ботинком на змее. Ну, ё-моё. Так, ну лутаемся. Ой-ой-ой. А что за два льва? А чё мы такие душные, я не понял. Львы, а чё мы такие душные, я не понял. А ну-ка, свалил лев. Блин, а мне хила не хватило. Блин, я не успеваю. Ну, чё так много хилов-то? Отлично, моя команда красавчики. Да блин, ну просто капец, ну. Брюсик, наверное, не успеет, да? Ну прыгни, ударь их. Ну, Брюсик, давай. Урончиком, Брюсик, что-то. Какой же он душный, какой же он упас на Брюсе, просто слов нету. Ай, эта зона опять душная. Короче, эти два льва сыграли очень жестко. Даже с тем, что у одного не было кругового стана, все равно, блин, они слишком жирные, слишком дамажные. В этой ситуации они
плюс у них там еще акул 14. Ну, короче, ладно. Тут мы, в общем, по силе команды проиграли и по уровню, но замесик был хороший. Могли бы вытащить, но, блин. Ай, короче. В общем, Тоник это персонаж без активного навыка, без пассивки. Печальный вообще персонаж. Вот, кстати, да, Лев тот же самый, у которого активный навык, вы сами все видите, да, какой жесткий стан, да. Плюс у Льва еще активный навык, это что у нас? Ой, пассивный навык, я даже не... Какой у Льва пассивный навык? А, это ярость при нанесении или при получении? При получении урона у Льва ярость работает. То есть, пока он в зоне стоит, он больше бьет, быстрее бегает. КДшка у него быстрее тоже. Ну, вы понимаете, насколько это имбово, да? Лев и ты. Ну, как бы вопросы, ребят. Именно. Тони ни о чем. К сожалению, но в принципе неплохо. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.